Честно признаюсь, не хотел делать данное видео, интерес с каждой новой частью падал, просмотров становилось меньше, а переработать информацию, чтобы отобрать самое важное, необходимо слишком много. Ну, в какой-то момент себя пересилил, раз уж начал, надо заканчивать. Тем более такие крутые развязки с интригами до последних матчей. Бельгия, Юпилер Лига. 16 клубов после 30 туров делятся на 3 группы. Первые 6 команд бьются за чемпионство, следующие 6 за путевку в Лигу конференций, оставшиеся 4 за выживание. В первых 2 группах очки половинятся, в последней как есть. Сезона 26-27 от дополнительного раунда откажутся. Будет классический двухкруговой турнир с 18 участниками. Ну и, наверное, правильно, в угоду интриге, зрелищности немного теряется спортивный принцип. Во-первых, деление заработанных очков. В нынешнем сезоне был явный лидер в регулярке, который создал зател, но половину своих баллов растерял одним росчерком регламента. Во-вторых, распределение еврокубковых мест. 6-е остается вообще ни с чем. 7-е играет с 5-м за Лигу конференции. Забежим вперед для большего возмущения. 7-й Шарлеруа обыграл 5-й Антверпен. Главным фаворитом первенства у буков был прошлогодний триумфатор Брюгге, затем Юнион и Андерлехт. К ним следует добавить Антверпен, Гент и Генк. Эти 6 клубов сейчас являются элитой бельгийского футбола, и все они пробились в чемпионскую группу. Хотя в середине сезона было не так однозначно. Столичный Юнион Сен-Желуаз располагался на 9-й строчке. Летом команду покинул лучший футболист Юпилер Лиги 23-24 Кэмерон Пуэртас. Был продан в Аль-Кадисию за 15 миллионов евро. Лучший бомбардир Юниона Густав Нильсон почти за 7 миллионов в Брюгге. На тренерский мостик заступил 36-летний, не имеющий опыта работы главным, Себастьян Паканьоли. На удивление, тренера трогать не стали, как, например, в Андерлехте. Стоило пурпурно-белым потерпеть в 7-м туре первое поражение, как Брайану Римеру дали пинком под зад. А ведь проиграли не абы кому, а Генку, бесспорно сильнейшему клубу регулярки. Сине-белые за последние 10 лет где-то на пороге 10-го места по миру по трансферному сальдо, почти плюс 300 миллионов евро. Только летом 24-го заработали 80 миллионов. Вообразите, они умудрились продать 2 голкиперов за 10 и 20 миллионов евро. Правда, Майк Пендерс остался в Генке на правах арендованного. Перед началом сезона переманили тренера Торстена Финка, который своял из Сент-Трюдена боевитый коллектив. Коуч притянул с собой Стойкерса и Сметса, 2 молодых футболистов, ставших неотъемлемой частью сине-белых, а главное, привил команде игру с позиции силы с обязательным обострением. Недаром лучшим бомбардиром чемпионата 21 гол и лучшим африканским футболистом лиги стал Толу Арокадара, хотя до Финка 24-летний нигериец был посредственным форвардом. Генк завершил регулярку на первом месте, на 9 очков обогнав Брюгге. В отличие от подопечных Финка, которые вообще не играли в Еврокубках, столичная дружина была вынуждена тратить силу на Лигу чемпионов, и не зря. Черно-синие вышли из группы, в 1/16 выбили дерзкую Аталанту, на Астон Виллу сил не хватило. Третью после 30 туров оказался Юнион, второй круг пройден куда более энергично. 11 побед, 2 поражения от Генка и Мехелена. Что касается последних, то эта тренерская команда. Бесник Хаси принял Малинца в прошлом сезоне, вытянул из зоны вылета едва ли не в чемпионскую группу. Главное, поставил клубу со скромными возможностями, смелый, атакующий, приносящий результат футбол. Чем отплатили албанцу, как только команда попала в пике и лишилась шансов на первую группу, Бесника уволили. Такой специалист недолго оставался без работы. Андерлехт, недовольный 4-м местом, решил повторить трюк из 2014-го. Тогда Хаси подхватил пурпурно-белых, идущими третьими, аккурат после 30 туров, и привел к золотым медалям. Истории свойственно повторяться, однако не в нынешнем сезоне. Андерлехт как шел 4-м, так и закончил. Не до жиру, скорее могли потерять свое лиго-европейское место. Прощальный матч провел 38-летний Ян Вертонген. Легенду бельгийского футбола, 883 официальных игры, из них 157 за сборную, по традиции заменили, чтобы попрощаться с болельщиками и получить заслуженную долю оваций. Табло с номерами держала его дочь, было очень мило. Пятым, как говорилось ранее, финишировал Антверпен, проигравший Лигу конференции Шарлеруа. После чемпионства красные никак не могут поймать удачу за хвост. 6-й Гент, на больше индейцы пока не способны. Неудивительно, что лучшим футболистом клуба в сезоне был голкипер Дэви Руф.
пока не сломал руку в 27-м туре в матче с Генком. Воздадим за мужество бельгийцу, целый тайм отыграл со сломанной рукой и сохранил 0 на табло. Без руфа в чемпионской группе Гент проиграл 9 матчей из 10, 7 с разгромным счетом. Может возникнуть вопрос, а где же Стандарт, совсем недавно один из флагманов Юпилер-лиги? Они на 11-м месте, это еще не худший расклад. Ликежский клуб переживает тяжелые времена, финансовый кризис после пандемии, неудачные трансферы. В нынешнем сезоне Стандарту везло, они забивали больше и пропускали меньше, чем должны были, судя по статистике. Как будет в следующем розыгрыше, большой вопрос. Перейдем к лузерам. Берсхот Дирка Кюйта был главным аутсайдером, статус подтвердил, безнадежно последний. Кортрейк также после регулярки на спасение едва ли рассчитывал. Хотя они показали лучший результат в группе вылета и немного не дотянулись до переходного места. Напрямую сохранил прописку в элите Сент-Трюден, японские владельцы могут выдохнуть. Небольшой шок, представители страны восходящего солнца, вторые по численности легионеров Юпилер-лиги после соседних французов, даже нидерландцев меньше. В переходные матчи попал Серкль Брюгге, в прошлом сезоне команда боролась за подиум. Такое падение несомненно связано с играми в Лиге конференций, где дошли до 1/8 плюс 3 раунда квалификаций. Для маленького клуба нож оказалась непосильной, к тому же зимой за 17 миллионов евро продали в Цинциннати лучшего бомбардира прошлой Юпилер-лиги. Кевин Денке исправно забивал и в нынешнем чемпионате, молодой бразилец Фелипе Аугусто и в подметке не годится тагалесцу. Благо Серкль в переходных матчах разнес Патра 8-2. В борьбе за чемпионство Генк Брюгге и Юнион с легкостью справлялись с остальными тремя командами. Судьба золота определялась в личных встречах. Лидер регулярки дважды уступил прямым конкурентам и довольствовался бронзой. Брюгге досталось серебро и квалификация ЛЧ. Черно-синие возглавляли таблицу один тур. Дело в том, что Юнион выдал оверперформанс. После выхода в элиту в 2021 году Апачи неизменно боролись за чемпионство. Обычно это происходило так. Они башили в регулярке и буксовали в чемпионской группе. Сейчас стратегия изменилась. Сен-Шилуас набрали рекордные 28 баллов из 30, перебив достижение стандарта сезона 10-11, 26 очков. Кстати, тогда за красных выступал по Каньоле нынешний главный тренер Юниона. Впервые за 90 лет и 12-й раз в истории Апачи сильнейшие в стране. Думаю, это порадовало многих нейтральных болельщиков, ведь Юнион — это та самая команда, игроков, которые доставали из дальних глубин за копейки, подбирая специальные программы, учитывающие мельчайшие детали, разработанные Тони Блумом, владельцем Брайтона. Кубок Бельгии выиграл Брюгге в финале 2-1 против Андерлехта. Вторым бомбардиром чемпионата стал 24-летний нападающий Адриано Бертаччини, 21 гол. Уступил Арокадаре, потому что забил меньше на выезде, таков регламент. Третий форвард чемпионов, 23-летний канадец Промис Дэвид. Символическая сборная чемпионата на экране. Молодые перспективные футболисты, в Бельгии их много, поэтому самое-самое. На 22-летнего опорника Брюгге Ардена Яшари вплотную засматривается Милан. Правда, за швейцарца, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата, придется выплатить более 30 миллионов евро. Примерно во столько же оценивается и эквадорский 21-летний центрбэк Джоэль Ардоньес, 33 игры в чемпионате. Нападение Брюгге наводил страх на оппонентов 23-летний грек Христос Цолис, 16 плюс 10 в лиге за 38 игр. У Генка главная звездочка, 17-летний греческий атакующий полузащитник Константинос Карецос, 34 матча, 3 плюс 2. По сообщениям в СМИ, за ним пристально следят Ювентус и Арсенал. Центральный защитник 21-летний Матес Мец, 38 игр за Генк Юпилер-лиги, уже дебютировал за национальную сборную Бельгии. У чемпионов спрогрессировал 21-летний хорватский форвард Франjo Иванович. Был куплен летом у Риеки за 4 миллиона, 34 игры, 16 голов, 7 ассистов. Центр поля выжигал 20-летний Нуа Садики, 39 матчей. Садики родился в Бельгии, представлял юниорские сборные, но принял приглашение выступать за взрослую команду ДР Конго. В Андерлехте все еще пылит их воспитанник Марио Струкинс. Юпилер-лига 24-25, 27 матчей, 4 плюс 6. Это уже третий полноценный сезон для 20-летнего бельгийца, пора идти на повышение. 3 года достаточно, чтобы окрепнуть, а для дальнейшего роста необходима более конкурентная среда. За Антверпен от звонка до звонка 40 игр в чемпионате отыграл 21-летний ЦЗ Зено Ванденбосх.
22-летний голкипер Сен-Ламенс провел выдающийся сезон. 4,3 сейва за игру, 4 из 8 отбитых пенальти, 15,35 предотвращенных голов. За 20-летнего хавбека Левина Эзекиэля Банзузи Лейпциг выложил 15 миллионов евро, у нидерландца 2+6 в чемпионате. В аренде из Тоттенхэма за Вестерло выступал 18-летний центральный защитник Лука Вушкович. Был надежен в обороне и грозен при стандартах. Хорват забил 7 голов, отдал 3 голевые. Хотелось бы поблагодарить Артема Прожогу, чьи доскональные статьи о бельгийском футболе помогли мне глубже проникнуть в этот трушный чемпионат. Спасибо заочно, Артем. Не забудьте лайк, подписка на телеграм обязательно и берегите себя.